Так, с чего бы начать? У меня очень особенное отношение с едой. То есть я отношусь к ней как к топливу. Надо несколько раз в день заправляться. В случае с путешествиями еда вообще превращается в обузу, потому что ее нужно искать, где ее купить, искать какие-то рестораны. В длительных поездках, как, например, в Намибии, нужно вообще запасаться едой на несколько дней вперед. И, в общем, это все превращается в головную боль. И меня спрашивают, а что ты не снимаешь еду? Да вот поэтому не снимаю, потому что я в ней совершенно не шарю и отношусь к ней крайне утилитарно. Но у меня есть друг Миша Кацурин. Вот он в еде очень круто разбирается. Меня зовут Миша, и я ресторатор из Киева. Я путешествую по миру и исследую далекую экзотическую еду. Ту, которая мне понравится больше других, я привожу, собственно, в Киев. То есть я открываю здесь рестораны с экзотической едой, которую готовят шефы, которых я разыскал в путешествиях и уговорил сюда переехать. Сегодня вместе с моей супругой и партнером Дашей мы уже открыли китайский привет, вьетнамский привет, японский привет и тайский привет. Так называются наши рестораны. Мы планируем продолжать. Каждый раз, когда я отправляюсь в новую страну за новой едой, я обнаруживаю такое количество удивительных сокровищ. Недавно я понял, что этими сокровищами нужно делиться. Мы с Михой решили сделать travel. Такой, чтобы через еду показывать страну. Роли распределили очень просто. Я ресторатор. А я оператор. И мы решили полететь в Ливан. Согласитесь, довольно сложно куда-то полететь без билетов. Поэтому мы зашли на Aviasales и купили билеты. Мы прилетели в Ливан и решили снимать первый выпуск здесь, потому что, вероятнее всего, ливанская еда — это главная еда Ближнего Востока. Во всяком случае, у нас есть такая гипотеза. Правильная она или нет, будем разбираться прямо сейчас. Это очень вкусная шаурма. Это очень вкусная шаурма. Какой сочный. Это что вообще такое? Ты видел? Это чуть-чуть. Что? Чечевица. Это не стена для скалолазания, это отверстие от пуль. Здесь стоит портрет Девы Марии, на которой кровь его брата. Я танцевал в баре, из окна которого видна взорвавшаяся заправка. Я взял это на завтрак. Подрезать что-нибудь завтрака, это святое вообще. Может, такие жлобы? Хумус – это ливанская еда. Хрустят кости этих маленьких птиц у меня во рту. Слушай, она с говном? Яйца, овцы вот такого размера. Это полезно для твоего члена. Это голова овцы, и сейчас я ее съем. Каким вы себе представляете Ливан? Пустыни, мечети, запреты на развлечения, алкоголь, бесправные женщины в парандже, которые прикованы наручником к батарее. Кстати, чувак, а тут есть батареи? За любой проступок вам на улице рубят шашкой кисть. На самом деле все диаметрально противоположно. Ливан, пожалуй, самое либеральное государство на Ближнем Востоке. Во-первых, это единственная страна на Ближнем Востоке, в которой нет пустыни. Ливан находится на берегу Средиземного моря. Здесь горы, леса, тут безумно красиво. Здесь, что важно для нас, культ еды. Тут круглосуточно работают бары и рестораны. Весь арабский мир приезжает сюда для того, чтобы тусить, а раньше еще и приезжал для того, чтобы хранить бабло. Ливан называли ближневосточной Швейцарией, а Бейрут называют ближневосточным Парижем. Собственно, Ливан очень долго был французской колонией, поэтому здесь потрясающая колониальная архитектура. Здесь очень открытые люди, здесь девушки ходят в мини-юбках. Здесь, на самом деле, больше церквей, чем мечетей. Здесь половина населения христиане и треть населения Ливана армяне. Армяне тут едят бастурму, и здесь есть армянские харчевни. Тут переплелись кухни французов, османов, финикийцев и армян. В общем, Ливан совсем не такой, каким вы его представляете. И уж поверьте, если вы приедете сюда один раз, вы захотите вернуться, а может, не захотите уезжать. Сам по себе Ливан совершенно потрясающий. Однако за последние несколько лет с ним приключилась череда очень неприятных событий, о которых мы должны рассказать, чтобы вы лучше понимали, что сейчас происходит в стране. В октябре 2019 года экономика Ливана рухнула. Что это значит для ливанцев? Во-первых, они лишились практически всех сбережений, которые были у них в банках. Или всех сбережений. Во-вторых, местная валюта обесценилась в 10 раз. Даже в 11. Средняя зарплата в Бейруте, в столице, сегодня 50 баксов. А канистра бензина в Бейруте сегодня стоит $160. То есть 3 месячные зарплаты. Для ливанцев сегодня сложное время. Но для нас с вами, для туристов с долларами, это абсолютно уникальная возможность посетить эту удивительную страну и не потратить практически ничего.
Мы с Антоном запланировали весьма обстоятельный бюджет на эту программу. Все-таки мы два взрослых мужика, которые летят на другой конец мира и будут по 20 раз в день есть. Но мы реально не могли потратить $500, которые мы поменяли в первый день. Из-за дефолта реальные курсы банковские разные. На черном рынке за $100 вы получите 1 миллион 700 тысяч лир, а в банке всего 350 тысяч лир. Вдумайтесь. Потому ни в коем случае не платите кредитки и не меняйте деньги в банке. По нормальному курсу лиры можно купить у валютчиков. В нашем случае валютчиком был таксист. Я поменял $500. Я куплю этот город. Я не знаю, куда мне засунуть теперь кошелек, он не сворачивается. У меня нет таких карманов. Для начала хочу вам сказать, что здесь практически бесплатное такси. Например, я сейчас поймал такси, оно стоит 90 центов. Скорее всего, я мог бы подвинуть его центов до 50. Ну и вообще, еда здесь почти бесплатная. Тарелка стритфуда на троих стоит $6. Вкуснейший сэндвич с бараниной $1. Мы сняли Nissan X-Trail на 6 дней за $200 с полной страховкой. И, кстати, его доставили и забрали в удобное для нас место. Так не бывает. Точнее, так не бывает, если ты не в Ливане. Одна из самых ярких иллюстраций ливанских цен сегодня — это, пожалуй, квартира, которую мы сняли с Антоном посуточно на Airbnb. В самом центре Бейрута, площадью квадратов 200, с витражами, с шикарной плиткой, полной антиквариата и живописи, с 2 балконами, с окнами в пол, с камином и даже с гамаком. То есть в любой европейской, даже не столице, провинции, такая стоила бы, наверное, $300-400 в сутки, а здесь она стоила всего 50. Теперь про архитектуру. Вы наверняка представляете себе Бейрут как панораму из минаретов в пустыне. Но на самом деле тут смешалось столько эпох и культур. Бейруты арабские, европейские, современные, древние, мусульманские, христианские. Здесь церковь могут построить прямо через стену от мечети. Где вы еще такое в мире увидите? Кайф, 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 кайф. Тут так красиво вокруг. Здесь куча очень старых колониальных французских зданий, османские мечети, какие-то ближневосточные коммуналки, проекты Захи Хадид. В общем, эклектично, невероятно смешалось все. Все это еще и поросшее какими-то тропическими растениями. Вот, например, дом. Посмотри вот на это, чувак, посмотри. Просто мраморная плитка, золотые косули на дверях. Офигеть! Но рядом с красивыми и, казалось бы, благополучными кварталами наблюдается и весьма удручающая картина. Это не стена для скалолазания, это отверстие от пуль, последствия гражданской войны. Здесь было разрушено такое количество прекрасных зданий. Город выглядит совсем не так, как он выглядел еще относительно недавно. Очень грустно, что большое количество зданий здесь либо разрушено, либо вообще стоят без окон из-за печально известного на весь мир и очень разрушительного для Бейрута взрыва в местном порту. 4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв нитрата аммония. Мы специально съездили в порт, чтобы показать вам, что от него осталось. Этот элеватор находился как раз в самом эпицентре, и, честно говоря, не совсем понятно, из чего он сделан и как устоял, будучи так близко к взрыву мощностью минимум 2 килотонны. Сила взрыва была такой, что огромные суда переворачивало как будто бумажные кораблики. Часть из них до сих пор лежит в таком состоянии, а вокруг масса искореженного металла. Некоторые здания до сих пор стоят без окон, их не восстановили и непонятно, будут ли восстанавливать вообще. Некогда моднейший район, соседствующий с портом, пуст и полуразрушен. Рестораны и бутики Гуччи закрыты. В результате трагедии 210 человек погибло, а пострадало более 7 тысяч. Вот этому мужчине ударной волной повредило позвоночник и сломало руку, и таких случаев здесь сотни. С момента взрыва прошло не так много времени, и мы, честно говоря, ожидали увидеть разрушенный город. Но, к нашему удивлению, его весьма быстро восстанавливают. Да, мы помним, что мы прилетели сюда снимать еду. Но не показать все происходящее сегодня, на мой взгляд, преступление. К тому же все вышеописанное очень влияет на гастрономию, точнее, на ее цену. В общем, теперь давайте есть. Сперва мы, конечно, отправились на поиски локального стритфуда. Ведь он всегда отображает народные гастрономические традиции. Стритфуд Ливана — это 100 видов разных начинок, завернутых в 100 видов разного хлеба. Мы ели сфихи, местные пирожки со всем чем угодно, лахамбаджины и манаиши, местные варианты пиццы, диковинные сэндвичи с картошкой, хлеб как в форме капли с сумаком или затором, хлеб саш, приготовленный на полусферическом гриле, который переворачивают подушкой, и многое-многое другое. Вот это местный магазинчик Хадж Наср, и, собственно, господин Хадж Наср скручивает здесь очень вкусные сэндвичи с 1975 года. И вот так выглядит типичный бейрутский стритфуд. Здесь нет такого стритфуда, как в Таиланде, когда просто на тротуарах сидят бабульки и продают какие-то шашлычки. Здесь стритфуд — это ларьки и магазины. Вообще, кстати, я заметил, что в Бейруте очень много сэндвичей, которые не имеют названия. Это и не шаурма, это и не пирожок, это просто что-то завернутое в хлеб, и они бывают разных форм, размеров и разных начинок. Сейчас будем пробовать какой-то с кофте.
Это фарш из баранины, лука, зелени и специй. Обычно из такого фарша делают знаменитые восточные котлеты кёфтя. Но тут его намазывают на лаваш, как будто это паштет. Затем жарят на гриле и добавляют роскошный сливочный соус, томаты и картофель. Вот, собственно, и все. Thank you. Какой зажаренный. Ой. Это роскошный поджаренный лаваш с мясным фаршем, который здесь называют кёфта, как название котлет. Очень ароматный. Какой сочный. Да это же наш чебурек. Чувак, так бывает с едой, которую только что приготовили. Мне напоминает такую шаурму, которую просто сильно спрессовали. В ней меньше всего, но ее удобнее положить в карман или рюкзак. Кто-нибудь из вас кладет шаурму в рюкзак или в карман? Ну вот хоть кто-нибудь делает это? Я не доел шаурму. Потом мне захочется есть, а шаурмы рядом не будет. Что мне делать? Я просто достану из рюкзака и съем. Какой утилитарный человек. По секрету, одна из моих внутренних целей в этой программе — поменять утилитарное отношение Птушкина к еде и жилью в путешествиях. Потому что еда и жилье — это офигительно важно. Мы возле армянской пекарни Ичканьян Бейкери. Почему здесь армянская пекарня? Во время Первой мировой войны османы уничтожили и выселили со своих территорий огромное количество армян. Был жуткий армянский геноцид. И многие из них эмигрировали в Ливан. Сегодня в Ливане треть населения армяне. Здесь армяне готовят традиционные ливанские блюда и армянские блюда. И многие из них так сильно переплелись, что уже сложно разобрать. К примеру, это ливанский традиционный завтрак лахамбаджин, но с армянскими нотами. Сюда добавили гранатовый соус. И это очень вкусно. А продолжили мы трапезничать в уважаемые закусочные Snack Faisal. Hello. Hello. Give me your best food, please. This one, okay? Me. Okay. Беру то, что советуют местные. Я вообще предпочитаю пользоваться наводками местных жителей, а не туристическими гидами, трипадвайсерами и прочим. Местные знают, где вкусно всегда. Вообще мы приехали в это кафе, чтобы съесть какие-то вкусные местные пирожки. Но у шефа на нас были другие планы, и он выдал нам всю витрину. Вот реально все, что вы перед собой видите. И, если честно, он сделал это так грациозно и экстравагантно, что произвел на нас большое впечатление. Видно, что чувак делает это давно и с большой любовью. О май гад. Оу, yeah. О, да, местные знают, куда ходить есть. Как видоизменяется ароматика. Тут у меня лабне, тут у меня свежая зелень, тут у меня соленья, тут у меня мясо, тут у меня шпинат, тут у меня другое мясо. Трабуси. Вот это трабуси. Откуда здесь хумус? Эй, хумус. Я чувствую хумус, но я не понимаю, где он. Жирно, вкусно, жарено, с мясом, с хумусом. Конвертик со шпинатом. В лабне. Почему он как будто помазан вареньем малиновым? Ладно, хорошо. Я не в своей стране. Тут у них свои правила. Шпинат, конвертик, варенье. Что-то со шпинатом и томатами. Вот что общего в этих всех блюдах, что я ожидаю какой-то вкус, а получаю что-то совершенно неожиданное. Как будто я ем пирожок с вишней, но тут еще шпинат и томаты. Вообще, вы, наверное, мне все сейчас завидуете. Я уехал на другой конец света, я очень много ем. Работа мечты. Да, плюс-минус так и есть, но я сегодня уже поел 6 раз. Пока вы будете стройные и красивые, я, возможно, превращусь в воздушный шарик, стану непривлекательным и даже отвратительным. Слушай, а давай поставим ставки, сколько вся эта поляна стоит? Ставишь $2, а я $10? Ну да. Ну давай. $6. Вот это вот 1,5 килограмма еды стоили $6. Получается, ближе ко мне. Я победил. Я профессионал, я ресторатор, а ты оператор. Ты, конечно, офигенный ресторатор, Миш, но с математикой у тебя явно не очень. Снимать с Птушкиным — это реально армия. Каждый день ты встаешь в 7 утра, потом 15-17 часов съемок, потом часа в 2 ночи отбой, и это после того, как ты отсмотрел весь снятый за день материал. В общем, когда я вернулся домой, я просто неделю лежал и не выходил из дома. Я не помер от голода только благодаря приложению Rocket. Вы можете выбрать еду практически из любого ресторана. Разной кухни, от французской до вьетнамской или украинской. Просто выбираете то, что вы хотите, и максимально быстро гонцы с оранжевыми рюкзаками привезут и поставят вам это прямо под дверь. В общем, в следующий раз, когда вы тоже будете долго сидеть дома и никуда не выходить, как я, устанавливайте себе приложение Rocket, вводите промокод «Либанон» и получайте приятную скидку. Либо просто пройдите по ссылке в описании. А теперь давайте перейдем к традиционной ливанской еде. Пту, что ты знаешь про восточную кухню? Фалафель, хумус,
Шаурма. Такой ответ мы получим от большинства людей, которым зададим этот вопрос. И действительно, ближневосточная кухня — это фалафель, хумус, шаурма и еще 1000 абсолютно удивительных блюд. Но давайте сперва разберемся вот с этими 3 самыми известными в мире. Сейчас мы будем разбираться со священным граалем арабской кухни, с хумусом. Хумус здесь едят на завтрак, и поэтому мы разыскали самое трушное завтрачное место, которому больше 100 лет, и сейчас нашим проводником в мир хумуса станет замечательный Эли. My name is Eli. Эли, nice to meet you. Эли — это местный предприниматель, который готовит хумус, фул и вообще ливанские завтраки уже в 3-м или 4-м поколении. Он примечателен тем, что он просто офигенный. Он супер общительный, он постоянно улыбается, и он рад делиться своими секретами. Местные говорят, что они едят фул и хумус из-за большого количества протеина, который насыщает их на целый день. كل يوم باكل فول بيشتغل 18 ساعة كل يوم كله حديد بروتين And he said that full and hummus give him power. В кафе мы познакомились с Джоном Питером, и он рассказал, что когда ему было 10 лет, его выводил сюда обедать дедушка, а готовил им дедушка Элли. И Джон Питер говорит, что за 40 лет вкус блюд вообще не изменился. Он сейчас получает такой же фул, такой же хумус, как вот тогда, когда он был ребенком. Хумус — это очень простое блюдо, поэтому в сущности каждый из вас, кто захочет вечером сделать homemade хумус и повыпендриваться перед друзьями и близкими, посмотрев это видео, сможет это проделать. Now I will make for you live how before our grandfathers start to do hummus without grinder, without electricity. This is the traditional hummus. This is from our Cedars Mountains. This one, it's 120 years old. The grandfather used it, my uncle used it, and me I'm using it again. This is lemon. Fresh lemon. Fresh juice. lemon. You see the quantity of the lemon? Huh? It's the same quantity of the tahini. Now we bring this and we start to mash it. This is the best hummus tahini you will taste ever. Видите? Ну, становится кремообразным. Один из секретов рецептуры хумуса от Эли — это количество добавляемого тахини. Так вот, его нужно добавлять столько же, сколько и лимонного сока. Ну а что такое тахини, вам сейчас расскажет Миша. Это тахини, это кунжутная паста. Местные ее покупают, потому что она продается на каждом углу. Но вы ее можете приготовить самостоятельно. В нее входит кунжут, белый кунжут, масло, какое-либо масло без вкуса, может быть масло авокадо и соль. И, собственно, выглядит все это вот так. This is very easy to prepare and very delicious. Я никогда этого не пробовал до этого. Самый свежий хумус прямо из-под этого... Я не знаю, как это называется. Из-под этой палки, которая 120 лет. Это прям... Это очень необычно. И причем он не доделан, он сейчас его закончит. Он туда поместит еще оливковое масло, и он станет еще вкуснее. Шакран. Я правильно сказал спасибо? Шакран? Шукран. Почти, уже хорош. Хумус, который приготовили прямо только что при нас. Ох, он ароматный, он пахнет оливковым маслом и лимоном. Это не имеет никакого отношения к тому хумусу, который я привык называть хумусом. Это прямо очень вкусно. Очень вкусно. And this is hummus with tahini. And what is this? Balila. This is our tradition hummus in Lebanon. Thank you so much. We make it mashed with our hands. Thank you so much. Yeah. Он такой другой, он такой разный. Я ничего подобного не пробовал. Это балила, это другое блюдо. Вот это теперь хумус, трушный настоящий хумус. Он офигенно пахнет. Да, это все-таки 2 разных блюда. Представьте себе вкус гороха, такого влажного, который рассыпается у вас во рту, перемешивающийся со вкусом кунжута, смешанного с оливковым маслом, лимоном и какими-то отдаленными нотами чеснока, которые тебя как бы совершенно не парят, даже учитывая то, что сейчас завтрак, а придает такой тонкий пикантный нюанс. И все это сверху догоняет паприкой. Я понимаю ливанцев, которые наедаются после такой тарелки, не едят до ужина. Я уже после 3 ложек есть больше не хочу, но я буду есть, потому что это очень сильно вкусно. Теперь давайте поговорим, почему все-таки хумус это так важно. Хумус это один из самых важных дипов планеты. Дип это что-то для обмакивания еды. Самые известные дипы это кетчуп и майонез. Но между хумусом, кетчупом и майонезом есть громадная разница. На происхождение кетчупа всем наплевать, на происхождение майонеза всем наплевать. А происхождение хумуса спорит весь арабский мир. И здесь будет уместен фразеологизм «Скажи мне, чей хумус, а я скажу тебе, кто ты». Антон, ты как человек, который время от времени празднует шаббат,
Аббат, скажи мне, чей хумус? Ну, израильский. Ну вот, это именно то, о чем я говорю. А вообще наши ливанские друзья попросили нас не задавать ливанцам вопрос о происхождении хумуса, потому что для них это оскорбительно. Но мы исключительно в исследовательских целях пошли и сделали это. What country is the motherland of hummus? Of course, Lebanon, 100%. It's hummus from Lebanon. For sure. Of course, hummus is from Lebanon. When you say hummus, you say Lebanon. Хумус – это ливанская еда. Но самые ожесточенные споры на этот счет происходят между Ливаном и Израилем. Вы, должны быть, знаете о двух настоящих войнах между этими государствами. Но знаете ли вы что-то о третьей, хумусной войне? Я не придумал это словосочетание, оно реально существует. Хумусные войны начались в 2008 году, когда председатель Ливанской торговой палаты обвинил Израиль в том, что они присвоили ливанское национальное блюдо. Израиль ответил просто и изящно, учредив в 2008 году 13 мая ежегодный день хумуса. В ответ на это ливанские повара приготовили хумус весом аж в 2 тонны. Израиль контратаковал, заполнив спутниковую антенну диаметром 6 метров хумусом. Получилось 4 тонны. Ливанцы не заставили мир долго ждать и в 2010 году нанесли ответный удар, приготовив аж 10 тонн хумуса. И пока что этот рекорд они удерживают. Наш вывод такой. Мы так и не разобрались, чей же все-таки хумус. Похоже, в этом просто невозможно разобраться. В чем мы разобрались? Хумус – это достояние всех народов Ближнего Востока. Палестинцы всегда будут считать его палестинским, ливанцы – ливанским, израильтяне – израильским, а египтяне – египетским. И каждый будет по-своему прав. Теперь от одного блюда из бобов, хумуса, движемся к другому блюду из бобов – фалафелю. Смотрите, фалафель – это один из главных символов Ближнего Востока. А за моей спиной фалафель Фрейха. Это одна из самых старых фалафельных. Она открыта с 1945 года. Сейчас мы пойдем и покажем вам, как этот фалафель, собственно, готовится. Вот эта субстанция в миске – это смешанные нут и бобы фава с зеленью, луком и специями. Из нее формируются шарики, которые затем обжариваются в кипящем масле до хрустящей золотистой корочки. Вот это и есть фалафель. Представьте себе очень вкусный гороховый суп, такой с копчеными ребрышками. А теперь представьте себе пюре со вкусом вот этого горохового супа с копчеными ребрышками. А теперь представьте себе, что это пюре хрустящее. У него хрустящая корочка, а внутри оно горячее, тягучее и еще с кучей зелени и специй. Вот это настоящий вкус Ближнего Востока. Вообще на ближневосточных улицах обычно подают фалафель в лаваше. В него помещают зелень, овощи, соленья и обильно поливают соусом таратор. Таратор — это, по сути, прокачанный тахини, то есть кунжутная паста, но с добавлением лимонного сока, чеснока, петрушки и тмина. Получается вот такая фалафельная шаурма. Thank you so much. Это любимый фалафель бывшего президента Ливана Башара Жмаеля. Того самого президента, который им как бы так и не стал. Его убили еще до вступления в должность. Этой фалафельной 74 года. И сейчас я в 2021 году этот фалафель буду есть. Здесь маринованная репа, томаты и куча зелени. Я уже понял, что для меня главный параметр фалафеля, чтобы он был очень хрустящим. Это хрустящий. То есть классный. Фалафель мы попробовали, но поедем пробовать еще, к одним мятежным родственникам. Там нас ждет целая семейная фалафельная драма. Обычно общее дело объединяет, но не в нашем случае. Здесь оно разъединило. Мы сейчас пришли есть фалафель в одни из самых известных фалафельных в городе. Здесь их 2. И это не просто фалафельные. Вот здесь и вот здесь работают 2 родных брата, которые раньше готовили фалафель в одном кафе. Потом они рассорились в пух и прах и открыли 2 фалафельные через стенку друг от друга. Чувак с синей вывеской повесил у себя надпись «Original Shop No. 1», то есть как бы что он был первым. На что его брат ответил вывеской с фотографией закрытого Original Shop No. 1, который когда-то закрыла санстанция, якобы из-за того, что здесь было небезопасно есть фалафель. Сейчас мы съедим фалафель там, съедим там, посмотрим, какой в итоге вкуснее. Мы попытались обсудить тему конфликта с братьями, но оба отказались. Вообще, конечно, поразительно. Их разделяет какая-то давняя ссора и всего несколько метров. Я надеюсь, они однажды помирятся и будут торговать фалафелем вместе. Хотя, с другой стороны, какой смысл тогда будет ходить к ним и есть фалафель без этой истории? Тут куча других фалафельных. Ладно, пусть будет так. Историческое противостояние решается прямо сейчас. Горячий, хрустящий, кислый. Петрушку чувствую офигенную. Мне очень нравится. Месье Сахьюн хорош. Посмотрим, как дела по Мустафе Сахьюну. Не хрустящий. Не чувствую лимона. Так, сейчас, если сильно не думать, в историческом противостоянии Сахьюн против Сахьюна победил Сахьюн. Это, конечно, мое мнение. Для того, чтобы сформировать свое, приедьте и попробуйте.
Финализируем великое ближневосточное трио шаурмой, но не какой-то там, а самый лучший в мире. Это не мы так решили. У этого кафе есть официальный титул «Лучшая шаурма мира 2015». И должен сказать, что желающих отобедать ей тут немало. Здесь даже есть небольшая очередь. И, кстати, по местным меркам шаурма здесь стоит шальных денег. $2,5, то есть 5% от средней месячной зарплаты. Но мы с Антоном решили шикануть и купили себе одну шаурму на двоих. Это очень вкусная шаурма. Это очень вкусная шаурма. Мы попытались выяснить секрет этой выдающейся шаурмы и поговорили с владельцем заведения. Оказалось, что их секрет — это генератор, который обеспечивает бесперебойное питание для холодильников, в которых хранится мясо. То есть секрет лучшей шаурмы не в рецептуре, а в том, что в этом ресторане всегда есть электричество. Это реально сегодня проблема. Местные нам сказали, что из-за постоянных перебоев с электроэнергией люди часто травятся в заведениях общественного питания. Но это не вся проблема. Проблема еще в том, что отравившись, не факт, что вы найдете в аптеке лекарство от диареи, потому что из-за взрыва в порту в стране серьезные перебои с поставками медикаментов. То есть мало того, что вы можете отравиться, вы можете еще и потом тупо не найти пилюль. Мы сейчас в районе Мармхайль, районе, который больше всего пострадал от взрыва в порту. Слева от меня знаменитый ресторан «Ле Шеф», который был полностью этим взрывом уничтожен. Здесь произошла удивительная история. Местные начали фандрайзить деньги на то, чтобы ресторан восстановить. И самую крупную сумму на восстановление ресторана пожертвовал не кто-то там, а Рассел Кроу. Почему это сделал Рассел Кроу? Потому что это был любимый ресторан его друга Энтони Бурдена, который умер несколько лет назад. Энтони Бурден — один из самых знаменитых шеф-поваров планеты, и он обожал «Ле Шеф». Ресторан восстановили, и сегодня в честь этой истории здесь висит постер формата А4 с надписью «Спасибо, Рассел Кроу». Блин, на самом деле так звучит: Рассел Кроу пожертвовал деньги на восстановление ресторана, как будто он $500 000 сюда перевел. На самом деле он перевел $5000. Но мы сейчас в Бейруте, $5000 — это 100 месячных зарплат. И этих денег оказалось достаточно на то, чтобы отстроить это место. Когда заходишь в Ле Шеф, кажется, что это обычное кафе. Но на самом деле здесь такое количество элементов, напоминающих о взрыве. Нам о них рассказал владелец Поль. Он говорит, что теперь он все начал с чистого листа. Например, дверь на холодильнике он не меняет, потому что она напоминает ему о взрыве. Она вся во вмятинах. Это вмятина от осколков вот этого стекла, от осколков стен, которые здесь падали. Его брат и партнер, он упал, лежал здесь в крови, сломал ногу во время взрыва. Здесь стоит портрет Девы Марии, на которой кровь его брата. И Поль специально не смывает с портрета Девы Марии кровь в память о том, что произошло. Судя по тому, как он говорит, как он рассказывает об этом, ему очень больно, ему очень сложно, и он до сих пор это не пережил. Этот ресторан, которому более 50 лет, сегодня обретает новую жизнь. Я очень надеюсь, что у них все будет клево, обязательно приезжайте сюда. Недаром это место так сильно любил Энтони Бурден. Мы сели в такси и едем по вечернему Бейруту, общаемся с водителем, и все трассы темные, фонари не горят вообще нигде. Мы спросили у водителя, что происходит. Он объяснил нам, что правительству сегодня нечем платить иностранным компаниям, которые поставляют электроэнергию. Ночью реально опасно ездить на машине. И это сильнейший контраст, потому что днем здесь, правда, очень красиво, а ночью не видно низги. И это несмотря на то, что мы в центре столицы Ливана. Хотя по ощущениям, как будто в частном секторе Бердянска, на родине Миши. Но есть кое-что, что вам нужно знать о ливанцах. Они живут ради еды, баров и ресторанов. Даже в дефолт, экономический кризис или войну они вечером оденутся красиво и пойдут пить в бары. Это тот самый Бейрут, в котором недавно был жуткий взрыв, и тот самый Ливан, в котором сейчас экономический кризис, недавно была революция, и вообще здесь ковид. Это больше похоже на Барселону в 2015 году. Это что вообще происходит? Здесь пробки из дорогих тачек, люди отрываются, алкоголь течет рекой. Кажется, что тяжелейший дефолт — это где-то не здесь. Очень символично, что район Мармхайль, в котором все эти тусовки происходят, находится в нескольких сотнях метров от порта Бейрута и пострадал от взрыва он больше всех в этом городе. Минуту назад я танцевал в баре, из окна которого видна взорвавшаяся заправка, владелец которой погиб. Вот этот район Мармхайль пострадал от взрыва в порту больше всех. И теперь здесь ежедневные тусы. И в этом весь Ливан, и в этом все ливанцы. Они будут кутить до последней лиры, что бы ни происходило вокруг. Дефолт, война, тусовка. В Бейруте мы познакомились с Настей, которая переехала в Ливан после учебы в Швейцарии. Это контрастный Ливан. Люди днем работают,
жалуются на то, что нет бензина, нет электричества, нет еды, а потом ночью просто идут и отрываются так, как будто все просто супер. Короче, Ливан — это мировая столица гедонизма. Здесь все живут ради удовольствия. После Мармхайля мы отправились в самый вкусный, по словам местных, ресторан Бейрута М-Шериф. Его владелица Мираи уже открыла филиалы в Дубае, Кувейте, Катаре и сейчас запускает ресторан в Лондоне. Настя, а как мы едем за рулем? Мы же пили все. Да-да, вот это интересный факт, особенность Ливана, то, что все ходят в бары, в рестораны, выпивают алкоголь, и потом все садятся за руль и едут обратно на своей машине. Они любят показать, что у них есть классная машина, и они должны подъехать к бару, к ресторану, к клубу на крутой машине, а не на такси. В М-Шериф к нам присоединился наш друг Валид Арфуш. Валид ливанец, он взялся нам показать, что же такое настоящий ливанский ужин. Рад тебя видеть. Ливанская трапеза всегда начинается с закусок, которые называются меза и предваряют любой прием пищи. Мезы надо понимать, что это еда, которая все равно ставится, хочешь ли ты этого или нет. Ага, то есть я могу не хотеть, ее все равно Они поставить? все равно, то есть это неприлично мезы, чтобы не было на столе. Ага, я понял. Стол должен быть богатый, по-любому. Во-первых, мы включили свет. Во-вторых, нам принесли немного закусок. Немного закусок, Валид. Эти бешеные ливанцы. Вкуснейший хумус. Хумус с мясом раз, который снес нам крышу. Хумус с мясом 2, который снес нам крышу. Горячие лепешки. Фалафель потрясающий. Табули, роу-кибби, фате. Что-то с баклажанами. Вараана, а.к.а. долма. Все, что мы попробовали в М-Шериф, оказалось просто волшебным. Это рафинированный и доведенный до идеала вкус Ливана. А фалафель здесь был вообще невообразимым. Тысячи чертей, какой фалафель. Эти братья, которые поссорились, и весь остальной стритфуд сейчас отдыхает. Это самый важный ливанский салат табули. И его едят не ложкой, не вилкой, его едят капустным листом. И с капустным листом его всегда подают. Но надо научиться им пользоваться. Валид очень давно не живет в Ливане, поэтому уже разучился. Этот хумус — это что-то невероятное. Тут вкусно абсолютно все. Я сейчас пытался как-то выделить что-то одно или что-то два. Я могу выделить что-то 20. Это взрыв в моей головушке. Снял шляпу. А это как вкусно. Что это такое? Это чуть-чуть. Что? Чечевица, или как оно там? Чечевица? Чечевица. Или пшеница? Нет, это чечевица. Ливанская кухня — это про очень большое количество еды. Сегодня за этим ужином мы ели только закуски. Мы даже не смогли дойти до основных блюд. Мне снес крышу салат из чечевицы. Вкус невообразимый. Я не знаю, что это. Попробуйте обязательно. Здесь был хумус с мясом. Как видите, он понравился нам всем сильно. Что меня поразило, был вкус меда. Я сперва ем офигенный хумус, а потом меня догоняет медовая сладость. Кибинае. Вариант ливанского тартара. По сути, это сырые котлеты. Это фарш, из которого впоследствии делают котлеты. Или не делают и подают сырым на стол. Мы задействовали все наши связи, чтобы попасть на кухню. Получилось реально с 5-й попытки. Мираи, владелица этого ресторана. Ясмина, дочка Мираи. Они 2 шефа, которые работают вместе. До начала кризиса М-Шериф обслуживал порядка 1000 гостей в день. Сегодня их стало в несколько раз меньше, 400-500. Сейчас нам Мираи, которая руководит всем этим, приготовит табули. Самый важный ливанский салат. Hi, how are you? Nice to have you here. По сути, табули — это простейший овощной салат, который здесь подают к каждой трапезе. В табуле добавляют петрушку, томаты, зеленый лук, сухую мяту, лимонный дрессинг с оливковым маслом. Потом все это перемешивают и обычно добавляют булгур. Но Мираи готовит по своему авторскому рецепту. Булгура здесь нет, зато есть лимонная цедра. И еще немного о хумусе. Здесь он не такой, каким его готовят дома. Ресторанный хумус, конечно, очень сильно отличается от хумуса домашнего, который мы пробовали. В нем нет кусочков, у него кремовая текстура, это вот просто крем. И тот хумус, который я попробовал с мясным фаршем, мне показалось, что в нем есть мед. Меда в нем нет, это просто карамелизированное мясо. Оно дает вот эту потрясающую сладость, которая смешивается с нутовой текстурой хумуса, и это сносит крышу прямо целиком. Это потрясающе. Я теперь вообще в хумус буду просто мед добавлять. Подача хумуса здесь реально настоящее искусство. Я в шоке от того, как это красиво. Также на кухне М-Шериф для нас приготовили манаиш. Манаиш — это ливанский завтрак. По сути, местная пицца из пшеничного теста. Самые популярные начинки — молодой соленый сыр с кунжутом или затор. Скажите, вы хотели бы жить в месте, где пиццу законно есть на завтрак? Это место существует, и оно называется Ливан. Это манаиш, который только что приготовили. Я хочу его съесть прямо сейчас, я его просто не донесу до стола. Блин, какой он офигенный. Тут соленый, нежнейший сыр, кунжут, хрустящее тесто. Это очень вкусно.
Ночью я с трудом зарядил батарейки, потому что электричество регулярно выключали, а утром мы отправили завтракать в одно очень крутое и легендарное бейрутское кафе. Ливанские завтраки — это не про то, к чему мы с вами привыкли. Это не про легкость, не про овсянку, не про хелси. Это про большое количество обстоятельной еды, но очень вкусной еды, приготовленной прямо на огне. В общем, я сейчас вам все это покажу. Пойдемте завтракать. Ахмед Эль-Суси. Hello, nice to meet you. Это Ахмед Эль-Суси. Собственно, его фамилией называется это место. Точнее, не его фамилия, а фамилия его деда, который начал готовить завтраки здесь 135 лет назад. Потом это делал его отец, теперь это делает он. Сегодня мы будем есть завтраки, которые приготовил чувак, который кормит несколько поколений бейрутцев и гостей этого города. Ливанцы готовят завтраки на открытом огне. Мы будем пробовать много очень странных вещей, которые с завтраками у меня абсолютно не ассоциируются. Ахмед. Хабиби. Дедуля, который здесь работает, уже, похоже, прям не молод. У него очень сильно трясутся руки, и, несмотря на это, он делает все настолько четко, настолько слаженно и так красиво. Уважение этому мужчине. Thank you so much. Это не заканчивается. Thank you so much. Мой скромный ливанский завтрак сегодня такой. Печень с гранатовым соусом, аварма с яйцами, фатех с орехами, фул, хумус, целая луковица, муха на носу и зелень. Всего 10 блюд. Печень в гранатовом соусе с луком. Это первое, что я сегодня съем. Сейчас 8 утра. Офигенно. Мы обычно едим это на ужин. Здесь это едят на завтрак. Это вкусно. Это каварма с яйцами. Местный завтрак, который всегда готовят на открытом огне. Собственно, каварма — это консервированная баранина, а каварма с яйцами — в сущности скрэмбл с тушенкой. Блин, вкусно. Фата — безумно вкусный ливанский завтрак из йогурта, специй, орехов, сушеных лепешек и жареных баклажанов. Вместо последних могут быть креветки или мясо. Теперь я беру лепешку и макаю в фате. В Ливане вилки и ложки в принципе не в почете. Здесь еду едят едой. Вот это моя ложка, вот это моя вилка. Салат табули едят капустным листом. Хумус едят лепешкой, фате едят лепешкой. Это, кстати, идеально. Нахер вилки. Фул. Это едят на завтрак каждый день. Это важное блюдо. Фул – еще один важнейший бобовый ливанский завтрак. На этот раз не из нут, а из бобов фава, которые варятся и подаются с лимонным фрешем, оливковым маслом и чесноком. Кажется, что на столе все плюс-минус одинаковое. Бобы. Они все совершенно разные на вкус. Нут и фава сейчас мне ничем не похожи. Они похожи текстурно, но это разный вкус. Ливанцы на завтрак едят лук. Просто лук. Свежий лук. Не маринованный. Свежий лук. И потом идут на работу. Они идут, встречаются с какими-то людьми, разговаривают с ними при помощи рта. Рта, из которого пахнет луком. Так вот, чтобы изо рта пахло не так скверно, ребята используют мяту. Сейчас я попробую это сделать. 8 утра. Получаю сейчас громадное удовольствие. Можешь подойти? Я могу навстречу идти? Слушай, ну практически не чувствуется запах лука, правда. А так? Не, нормально, правда нормально. Вот и секрет. На самом деле это завтрак на троих. 3 ливанца закажут себе такое количество блюд. При том, что даже по отдельности эти блюда очень сытные. Ливанец закажет себе фул и хумус, и он больше не будет есть ничего целый день. Этого будет достаточно для того, чтобы насытиться на день. Но мы попробовали все это, и это было круто. Can we pay, please? Hey, can we pay? No money. Wasser. What do you mean? Wasser. Please, we want. That was so tasty. That was so amazing. Let us pay. على شاب المحل التروي. حبيب القلب ولا باي باي. حبيبي. Thank you so much. شكرا. Шукран. На самом деле гастрономический Ливан намного более непредсказуемый, чем просто фалафель и хумус. Здесь и есть столько странной и необычной еды. Сейчас мы приехали в известный ресторан «Аль-Султан». Есть маленьких хрустящих птичек, которые называются асафир. И этих маленьких птичек можно съесть только 3 месяца в году. С августа по октябрь. Сейчас октябрь. Я сейчас покажу заготовки для блюда асафир. Мальчики с черненькой головой, девочки со светленькой головой. Они их отличают, это так мило. Вот уже маринованные птицы, их маринуют в соли и перце, и потом готовят на гриле. Итак, как готовить это блюдо дома? Берете 10 птиц, кладете их в сковородку и жарите. Вы скажете, у меня дома нет такой большой сковородки, чтобы положить туда 10 птиц. Нет, друзья, у вас есть такая сковородка. Она небольшого размера, как, собственно, эти птички.
Сколько масла. А, горячая. Горячая маленькая тварь. Какая хрустящая. А сафир хрустит не из-за хрустящей зажаристой корочки, а из-за того, что хрустят кости этих маленьких птиц у меня во рту. Show me, please. Ливанское гостеприимство. Если честно, это было немного странно. Меня никто вот так руками не кормил. Потом в другом кафе меня опять покормили руками. Я уже удивился прям. Думаю, ну совпадение. Потом третий раз мы идем на корабле, и шеф, который готовит нам еду, начинает меня прям просто каждый кусок засовывать мне в рот своими руками, как будто у меня рук нет. Мне было прям некомфортно от этого. Но я в какой-то момент сдался, думаю, ну ладно, блин, ну кормишь, корми. В Ливане, похоже, так принято. То есть, если я когда-нибудь решу открыть ливанский привет, у меня официанты будут просто брать вашу еду и засовывать вам в рот, пока вы не сожрете все. Эти птицы едят только один вид провизии. Это инжир. То есть, это птичка, откормленная инжиром. Ну, как сказать, откормленная. Она не то чтобы сильно большая. Наверное, поэтому ее мясо такое нежное, такое вкусное. То есть чуваки добавляют только соль и перец. Все остальное уже сделала матушка природа. Здесь я тоже решил поиграться в гастроблогера и попробовать этих птичек, но что-то пошло не по плану. Блин, чувак, это очень крипово. Ох, я видел лицо управляющего, когда Антон выплюнул эту птичку. Он реально разбил ему сердце. Я его очень хорошо понимаю. В этот Аль-Султан едут люди со всего Бейрута и со всего Ливана, чтобы есть вот это коронное блюдо. Ну, выплевывает, сидит. У тебя очень смешанные эмоции, на самом деле. У тебя, с одной стороны, типа, это неплохое мясо, но ощущение того, что у тебя реально во рту хрустят кости, маленькие косточки. Это мерзко, блин. Это реально мерзко. В этот ресторан, в Аль-Султан, приезжают люди со всего Бейрута для того, чтобы попробовать именно это блюдо. Оно здесь знаковое и коронное. It's delicious, and here they are the best. I love it. I love it. Мы уже было собирались уходить, но я чисто случайно спросил, а нет ли у вас, друзья, бейт кханам? Бейт кханам. Точнее, яйца овцы. Я нюхаю яйца овцы, и они отлично пахнут. Понюхаю еще. И еще. Я впервые буду пробовать яйца овцы. Я спросил у пацанов, яйца овцы вот такого размера. Каждое яйцо разрезают на 6 частей. Потом помещают в масло, жарят, добавляют белый перец, кусок сливочного масла и подают все вместе на стол. И вот я сейчас помещу яйца овцы вот сюда. Очень такая желеобразная текстура и лимон. Блюдо не на каждый день определенно, но когда приедете в Ливан, попробуйте. Но я знаю одно место в Бейруте, в котором по овце прошлись гораздо более обстоятельно, чем здесь. Чувак, прикинь, здесь есть блюдо, которое называется раснифа. Это переводится как вареная голова овцы. И мы поедем его есть в ресторан, который называется точно так же вареная голова овцы. Как назовем ресторан? Давай вареная голова овцы. Вареная голова овцы. Все придут. Так выглядит овца. Вот так. Если ее разобрать и изобразить на бумаге, на арабском. Здесь продают голову овцы, кишки овцы, желудок овцы, щеки овцы, ноги овцы. Я сейчас закажу все это. Все то, что я в овце никогда не ел и вообще считал, что это мусор. Но не в Ливане. Look, all grandmas and grandfathers, they used to eat this type of food in the villages, like in old days, because they were used to be farmers. Like, you know, when you are a farmer, you need a big amount of energy. So they eat it just after the mornings, like around 6 a.m., 7 a.m., just to power up for the whole day. And actually, it's a delicious thing. You should try it. It's something weird. Чувак, у нас проблема. Мы не можем съесть голову овцы, потому что здесь все занято. Здесь все занято, и у них очень много заказов на доставку. Поэтому нам сказали, можно прийти через час и что-нибудь съесть. То есть, прикиньте, для нас нормальная тема сидеть дома и, например, заказать себе доставку суши или доставку шашлыка. А для ливанца нормально сидеть дома и думать, так, а заказать мне сейчас на обед фалафель в доставке или голову овцы? Блин, фалафель я ел вчера, значит, сегодня закажу голову овцы. Мы смогли съесть голову овцы только после 2 часов ожидания. И нам буквально пришлось выпрашивать последнюю голову. Ее нам не хотели продавать. Видать, полагалось кому-то по блату.
Это прямая кишка овцы, и я сейчас ее съем. Слушай, она с говном? А, нет, это там рис, она фаршированная рисом. Отлегло у меня сейчас от души. Нормально. Какой-то другой чувак, которого мы встретили на улице, сказал, что это полезно для потенции. Вообще я заметил, что в Азии любая странная хрень, о которой ты задаешь вопрос, зачем вы это едите, местные отвечают, это очень полезно для здоровья. Или это полезно для твоего члена. Вот два варианта ответа. Кто вообще определил, что это полезно для члена? Просто не можешь объяснить, зачем ты это ешь? Полезно для члена. Пока-пока, прямая кишка овцы. Привет, толстая кишка овцы. Это толстая кишка овцы, и я сейчас ее съем. Тебя сейчас ничего не смущает в этой картине? Она фаршированная рисом, слава богу. Я вот хочу вот эту штуку покусать, мне немного страшно, но я... That's very interesting. Слушай, похоже на кровянку. У нас же кровяную колбасу тоже фаршируют рисом. Это копыта овцы, и сейчас я его съем. Блин, какой офигенный день сегодня. Господи, как это было омерзительно. Куча жира с сухожилиями. Никогда не заказывайте копыта овцы. Но мне сказали, что это очень-очень сильно полезно, поэтому каждый кусочек, проглатывая свои мучения, я оправдываю тем, что я становлюсь здоровее. Слушай, ну как лекарство можно. А как еду? Я бы не рекомендовал. И сейчас десерт. Вишенка на торте. Заключительный торжественный аккорд. Голова овцы. Это голова овцы, и сейчас я ее съем. Ну, сколько смогу съем, что я всю ее вряд ли съем. Начну с глаза овцы. Отличный глаз овцы. Похоже на жир с мясом. Слушай, ну щеки есть щеки. Нежное мясо, классно сваренное, мне нравится. Главное вообще во всем этом блюде — это эстетическое наслаждение. Ты смотришь свою тарелку, и у тебя череп овцы. Это, во-первых, напоминает тебе о том, что как бы твоя жизнь не вечна, нужно поторапливаться, делать какие-то достойные вещи и жить сегодняшним днем. Во-вторых, ты просто иногда забываешь, начинаешь думать о чем-то, смотреть по сторонам, отвлекаешься, а потом хочешь съесть кусок, смотришь, а тут голова овцы, это такая неожиданность, то есть это прямо аттракцион. В общем, и поел, и повеселился. Классное блюдо. Заказывайте. И на этом сюрпризы не заканчиваются. Голова овцы — это целое гастрономическое приключение. Я обнаружил секретную шкатулочку, и эта шкатулочка называется челюсть. Отодвигаем челюсть, а там язык. Вы наверняка не раз слышали, а возможно и сами говорили кому-то, кто вам сильно надоел, что я тебе язык вырву. Вот теперь вы знаете, как это выглядит воочию. Попробуем. Итак, моя любимая часть овцы – официально язык. Реально вкусный вареный язык. Если я сейчас его еще побрызгаю лаймом, потом еще смесью специй. Очень вкусно. I want to pay you. Thank you so much. Нам опять не дали заплатить. Все-таки в Ливане самые гостеприимные люди. Просто космическая еда, и отсюда вообще не хочется уезжать. И мы, собственно, не уезжаем. Когда мы летели сюда, мы планировали сделать один большой выпуск про Ливан. Но Ливан оказался таким многогранным и таким вкусным, что будет второй выпуск. Поэтому ждите, он уже в пути. Во второй серии мы покажем вам, как надувают тесто и как готовят пахлаву. Мы закажем мотодоставку кальянов и расскажем про бензиновых ливанских барыг. Узнаем, как Птушкин ограбил отель и даже отобедаем в доме у министра. Купим на аукционе за $20 почти такую же рыбу, которую я в свой японский ресторан покупаю за 8000 евро. Попробуем самое вкусное мороженое в нашей жизни и расскажем о парне, который продавал яйца ангела, пока его не взорвали гранатой. В общем, нам есть что вам показать, так что обнимаем и до скорой встречи. Слушай, но ты кайфанул вот хоть от какой-то еды, вот прям чтобы кайфануть? Мне, кстати, очень зашел этот сэндвич из Хаджи Насра. Он прям какой-то... Это вот мой тип еды. Она быстрая, она компактная, и при этом она вкусная. И это еще заведение с историей. И ее можно положить в карман.